Всем привет, друзья! В этом видео я буду говорить не только о парфюмерии, но и, наконец, поговорю на еще одну интересующую меня тему– это сериалы. Если вам парфюмерия вообще не интересна, вы можете по тайм-коду перейти сразу же к теме сериалов. Приятного просмотра! Это рисунок, который мы рисовали с моим сыном. Вообще горы, если кто не понял, о чем я хочу поговорить. Поболтать с вами, просто поделиться какими-то мыслями, впечатлениями. Что по этим ароматам? Это у нас Трусарди, приватная линейка. Это Портанова аромат. В итоге могу сказать, что он мне нравится больше всех из этих трех, потому что он очень женственный, он очень такой деликатный аромат, интеллигентный, такой не кричащий. Он подходит на все случаи жизни. В нем есть и какая-то свежесть, и женственность, и замшевость есть, и пудровость, ирис. Все вот эти вот компоненты, которые создают такой ореол женственности, скажем так. И вот он меня не разочаровал. После покупки, как бы, в принципе, все, что я ждала от него, в нем есть и помадность. В общем, все, что я от него ждала, все это в нем и есть. Ну и то, что я услышала при первом затесте, меня ничего не разочаровало, все понравилось. Второй аромат, вернее, я купила эти два, по-моему, в один день. Патрис Мартин, который имитирует дьявольские интриги от HFC. И французская кожа. Ну, могу сказать, что дьявольские интриги, вернее, вот этот Devilish Passion, так называемый, он меня немножко не то что разочаровал, но сейчас я как-то по-другому к нему отношусь. В первый день мне он очень понравился. Ну, в принципе, он мне понравился своей больше оригинальностью, наверное. Да, это было что-то необычное. Это начинается зелеными нотами, потом переходит в сладость. И вот эти зеленые и теплые сладкие ноты, они сменяют друг друга как-то в этом аромате. Или же просто они слышатся как-то параллельно, что ли, идут вот эти две линии. Он такой вот очень, знаете, в нем есть такой эффект, что вот он создает ощущение чего-то такого теплого, нагретого и дымящегося. Вот для меня, я когда вот открываю, да, даже нюхаю из крышки или из отливанта, как будто что-то теплое мне представляется. Вместе с тем какая-то есть прохлада от вот этой зелени. Вот эти зеленые ноты, они, не знаю, что передают, возможно, какую-то коноплю, вот чем-то на коноплю похоже, на какие-то зерна, на какую-то траву, в общем, что-то травянистое. Вот вместе с тем какая-то есть и прохлада от этого. В общем, он какой-то для меня такой, да, терпко-сладкий. И вот в нем как-то сменяются вот эти эффекты, и вот этим он интересен. Да. Он этим интересен, и вот он за счет этого эффекта он мне изначально очень понравился при первом затесте. Он удивил меня, можно сказать, поразил своей необычностью. Но когда я начала его носить более часто, да, его разнашивать, скажем так, вот в результате я вижу, вот прошло уже, наверное, недели 2 или 3 после того, как я купила. 2, наверное. Я не каждый день им пользовалась, ну где-то через день пользовалась. И вы знаете, вот я дома нанесла его, и мне иногда вот кажется, что он как-то меня поддушивает и утомляет. Вот есть такой какой-то эффект появился. То есть, когда вот это первое впечатление, оно прошло, вот это удивление, да, и восторг первый от его необычности, небанальности, то потом вот все-таки, когда носишь постоянно на себе аромат, то вот все-таки он мне дает какую-то усталость от него. Поэтому не могу сказать, что я вот прям полностью им довольна. Да, это необычный, не банальный аромат, который я буду надевать иногда. То есть, когда мне уже все надоело, вот эта вся женственность надоела, он для меня какой-то не женственный, в принципе. Он такой на грани с, возможно, даже где-то унисексовый, можно сказать, потому что вот эти вот зеленые ноты дают ему что-то такое унисексовое. Буду носить иногда по случаю, как бы, когда все надоело.
Так, чтобы вот сказать, что он универсальный на каждый день, на любое время дня и ночи, нет, конечно, он не такой. Ну, что касается французской кожи, так, наверное, одну свечку придется задуть. Теперь, что касается французской кожи. Что могу сказать? Кстати, французская кожа, изначально меня разочаровав, реабилитировалась в моих глазах в плане того, что этот аромат оказался универсальным, оказался таким вот ненавязчивым на каждый день. Такая рабочая лошадка, скажем так, которая может выручить при любом случае. Это и в пир, и в мир, как говорится. Да, он меня разочаровал в плане того, что я ожидала какую-то более грубую кожу, ожидала, что эти кожаные ноты, они будут на всем протяжении звучания, а оказалось, что все-таки это только первые ноты. Вот когда из крышечки я нюхаю, там есть прям какая-то такая грубая нота кожи. Потом это все слетает и остается только роза с мускусом. Ну, роза с мускусом, какие-то, возможно, свежие ноты, может, какие-то специевые ноты, но это не так все прям различается. Как-то этот аромат более таким оказался, ну, плоским, что ли, более линейным, как мне кажется. Но все-таки он оказался универсальным, ненавязчивым, такой уходовый аромат. Часто использовала, вы знаете, у меня к нему прямо тянулась рука, когда я просто шла встречать ребенка из школы. Просто тянулась к нему рука как к приятному аромату, который я буду от себя ощущать, который не будет меня ни душить, ни напрягать, ни утомлять. Вот такой вот просто приятный, который будет, я думаю, приятен для окружающих в любом случае. Ну, вот как-то так. В принципе, да. То, что ожидания мои не оправдались, это так. То, что кожи здесь как таковой нет. И то, что аромат не имеет той глубины и насыщенности, которую я от него хотела получить. Но, в принципе, да, как рабочая лошадка, как универсальный аромат. В нем действительно можно и на родительское собрание, и к доктору. Мне кажется, вот он никого не задушит, он будет приятным, возможно, даже вызовет комплименты. Вот, поэтому могу сказать, что вот действительно вот к чему тянулась рука, вот почему-то к нему. Я даже, вот видите, я даже его больше использовала, чем все остальное. Но если Трусарди я уже начала экономить от Левант, я не знаю, может быть, его распродадут, и я боюсь, что вдруг его потом нельзя будет купить у меня здесь офлайн в городе, потому что не на всех точках он есть, где есть распив. На одной только точке я его видела. Жизнь коротка, и нужно пользоваться тем, что нравится здесь и сейчас. Ну, в общем, почему-то как-то так, уже экономлю его. Что еще, о чем еще хотела поговорить? Давно я, конечно, про сериалы не говорила, которые я смотрю. Хотелось бы, наверное, сказать про некоторые сериалы. Сейчас я смотрю сериал, по-моему, «Криминальное прошлое» называется. Ну, там история про полицейских, там детективная история. Какое-то идет противостояние между двумя полицейскими, мужчиной и женщиной, которые, ну, одна пытается вроде бы расследовать старое преступление, за которое уже засудили человека. Она пытается выяснить правду, на самом ли деле он виновен. А мужчина полицейский, он пытается, скорее всего, какую-то правду скрыть об этом случае, который он много лет назад расследовал. Ну и вот между ними какая-то идет такая конфронтация. Еще я смотрела сериалы недавно. Я закончила смотреть... Что я закончила? Ну, в общем, в декабре я смотрела сериал еще «Конец лета». Ну, в общем, там семейная история, там это какой-то скандинавский сериал. История семьи. Там девушке пропал младший брат. С тех пор прошло много лет, и потом появляется человек, который, ну, как ей кажется, что это ее брат пропавший. И, в общем, начинается какая-то история, ну, показаны такие вот эмоции там членов семьи, в общем, как это все кому-то нравится, кому-то не нравится, что он появился. В общем, там идет выяснение семейных обстоятельств, кто был виноват в той трагедии, в пропаже мальчика. Наверное, на 7 из 10 могу оценить по моему личному рейтингу. Неплохой, можно один раз посмотреть, но не так, чтобы прям супер.
Еще смотрела я сериал, называется «По ту сторону». Там несколько названий. Или же «Двойник», или «Контрмир». Это сериал, по-моему, из 2 сезонов. Мне понравилось, как там главный актер играет свою роль. Там вообще такая полуфантастическая история, ну, про параллельный мир. Судя из названия, да, там существует параллельный мир, в него открыли проход. И, то есть, там люди, как бы, ну, весь наш мир дублируется на другой стороне, и вот ученые открыли проход в параллельный мир. В общем, там такая крутится шпионская история, спецслужбы нашего мира, того мира, и между ними тоже идет определенная игра. И в процессе этого сериала как бы разворачивается история, как все начиналось, в результате чего сложилась определенная какая-то ситуация. В общем, такая полудетективная, полушпионская история, полуфантастическая. Ну, этот сериал, ну, по его вообще концепции, да, мне очень нравится эта идея параллельного мира. Мне вот такие вот истории нравятся. Но почему-то тоже вот как-то в процессе просмотра мне немножко в какие-то моменты становилось скучновато. И я могла там пару дней не смотреть, потом снова продолжить просмотр. Ну, почему-то вот не знаю, что так. Вроде бы классный, интересный сериал, такая супер концепция. Ну, в общем, его я, в принципе, рекомендую. Даже я бы его оценила, наверное, на 8 из 10. И этот сериал, он очень атмосферный, такой, в нем немножко такая мрачная атмосфера. Может быть, еще из-за этого я как-то немножко к нему охладела. А что еще я смотрела? Ну, конечно, в конце прошлого года я посмотрела «Падение дома Ашеров». Вот этот новый сериал 23 года. Ну, это, конечно, очень такой зрелищный сериал, очень красиво снят, по-современному, вот так, в духе современных тенденций. Такой там рассказ про очень богатую семью. Семья, по-моему, каких-то фармацевтических магнатов. И, в общем, тоже там мистическая история, связанная с этой семьей, с главой семьи, там с его юностью. В общем, тоже такой, конечно, очень популярный, классный сериал. Да, вот так, чтобы сказать, что это один из каких-то знаковых сериалов, которые я посмотрела, я не могу так сказать про этот сериал. В общем, ну, наверное, тоже по итогу, да, по итогу и по общему впечатлению, наверное, ну, на 7 из 10, наверное. Потому что ничего, в принципе, такого прям особенного в нем, ну, нет какой-то изюминки, мне кажется, не хватило какой-то изюминки. Он где-то похож на какие-то уже просмотренные фильмы и сериалы. Вот мне кажется, как сборная солянка из каких-то вот разных, из каких-то сериалов про ужасы, да, какие-то мистические истории. Да, какая-то сборная солянка там из бульварных ужасов, наверное, и из какого-то, да, сериала «Наследники», возможно. В общем, такое. Ну, «Наследники», кстати, я почему-то не смогла смотреть. Одну серию начала смотреть и забросила, потому что что-то мне как-то не зашло. Ну, может быть, начну снова, и нужно, может быть, посмотреть несколько серий для того, чтобы сказать свое мнение, да, окончательно. Но пока что с первой серии не зацепил. Может, зацепил бы со второй, с третьей, не могу сказать. Что я еще смотрела? Еще смотрела сериал «Попечитель». Это, по-моему, британский сериал. Там известная актриса тоже снимается, которая по многим сериалам мне знакома. В общем, там такая история соцработницы, которая устраивается. В общем, ее приглашают на криминальный процесс, чтобы быть как бы сопровождающей у не совсем адекватного обвиняемого. Там вроде бы не совсем психически здоровый мужчина, который обвиняется во многих преступлениях, тяжких преступлениях, убийствах, в серийных убийствах, можно сказать. И вот тоже там такая вот у них идет психологическая игра, идет какая-то взаимосвязь между ними там возникает, и тоже там она пытается выяснить правду, все-таки насколько он был виноват в этой истории, там еще его жена была задействована, в общем, там довольно-таки известные тоже все актеры в главных ролях. Ну, кто любит вот такие вот триллеры, да, такой классический британский триллер про серийные убийства, и тоже отчасти такая, как история, по-моему, даже из реальной жизни. По-моему, основан на реальных событиях, если я не ошибаюсь. Про то, как выяснить правду, когда человек постоянно врет,
И непонятно, где у него правда, а где вымысел. В следующем видео, наверное, расскажу еще о нескольких. И буду так, наверное, по мере своих видео буду рассказывать, наверное, не про один сериал за одно видео, а буду, скорее всего, несколько упоминать. На этом буду заканчивать это видео. Всем удачи, хорошего дня, хороших парфюмов, классных сериалов. Всем желаю. Пока-пока.